Сделаем стилизованную автозаправочную станцию в программе Blender. Shift-A добавим плоскость. Перейдем в режим редактирования, вид сверху и полупрозрачный режим, чтобы видеть сетку. Клавишей К активируем ножик, привяжемся к верхнему ребру и включим вспомогательную линию и вырежем такой квадрат. Нажимаем «Ввод». Снова К, привязываемся, вспомогательная линия. И вырежем такой же квадратик в нижнем правом углу. И таким образом вырежем еще несколько квадратов, на которых будут находиться объекты. И последний четырехугольник, самый большой, на котором будет расположено здание. Теперь клавишей А1 активируем выбор вершин и выбираем вот эти вершины. Ctrl-B-V, делаем фаску. И добавляем колесико мыши количество вершин для скругления. Нажимаем «Ввод». Далее выберем все вот эти вершины, нажимаем Shift и выбираем оставшиеся, кроме 4 по углам плоскости. Ctrl-B и придаем толщину. Колесико мыши убираем ненужные ребра и нажимаем «Ввод». Клавишей 3 переключаемся на выбор граней. Одну из них выбираем, зажимаем Alt и ребро. И выделили все вот эти грани. Не отпуская Alt, нажимаем Shift и щелкаем вот сюда по ребру. И таким образом выделяем все вот эти вот объекты. Далее P-Selection, чтобы отделить объекты от плоскости. Переходим в объектный режим, выбираем их и возвращаемся в режим редактирования. Выбираем с помощью клавиши A, далее и экструдируем вверх по Z на высоту 0,2. И выходим из полупрозрачного режима. Перейдем в объектный режим и добавим к этим деталям два модификатора. Первый – это модификатор Bevel, который делает фаски. Количество сегментов сделаем 3, а вот этот параметр 0,2. И второй модификатор – это Subdivision Surface. Единичку здесь поменяем на 2. И щелкнем правой клавишей мышки и нажмем Shade Smooth. Вот эту плоскость пока скроем. И добавим новую плоскость. Shift-A, добавить плоскость. Перейдем в режим редактирования. Единичка активируем выбор вершин. Вид сверху сделаем. Ctrl-B, V. Делаем фаску. И колесико мышки добавляем вершины. Нажимаем «Ввод». 3 перейти к выбору граней. A выбрать. И экструдируем вверх по Z на высоту 0,18. Нажимаем «Ввод». И перейдем в объектный режим. Применим к этой детали те же самые модификаторы. С шифтом их выделяем. Заходим сначала в модификатор Bevel, нажимаем галочку и применяем. Теперь Subdivision, галочка и применяем. У нас к нашей основной вот этой детали применились два модификатора от вот этих элементов. Правой клавишей мыши Shade Smooth. Теперь выберем вот основную эту деталь, перейдем в режим редактирования. Выбираем грань с клавишей Alt, щелкаем на ребро, и у нас выделяются все грани по периметру детали. Делаем вид сверху, Alt и нажимаем на вторую строчку «Выдавливать грани вдоль нормалей». И делаем бортик. Нажимаем «Ввод» и выберем вот эту грань. С альтом выбираем все грани по периметру и экструдируем вверх по Z на высоту 0,5. Далее сделаем здание. Переходим в режим объектов, открываем плоскость, из которой вырезали, и выбираем ее. Вид сбоку сделаем, режим рентген, и поднимем по Z, переместим примерно вот сюда. Alt-Z возвращаемся в обычный режим, отключим пока видимость вот этих двух слоев и перейдем в режим редактирования.
выберем вот эту часть, Play Selection, выделим в отдельный объект. Вернемся в режим объектов, скроем плоскость и выберем нашу деталь. Откроем слои. Идем в режим редактирования, клавиша A выбираем, клавиша I экструдируем вверх на высоту 1,5. Нажимаем «Ввод», переходим в режим объектов и отменим Shade Smooth. Идем в режим редактирования, двоечка для выбора ребер, выберем вот это ребро, зайдем вид сверху, Ctrl-B, сделаем фаску и скругление колесиком мышки. Нажимаем «Ввод». Клавиша A выберем все, Shift-D копируем и далее S по Z масштабируем. На высоту 0,18. GZ переместим сюда. Вид сверху, S и масштабируем. Теперь выберем вот это ребро, нажмем Shift и вот это. Снова вид сверху сделаем, Ctrl-B. И скруглим. Теперь сделаем окошко. Выбираем, нажимаем 3 для выбора граней, выбираем вот эту грань и эту. Клавиша I смещаем внутрь и выбираем размер окна. Примерно такой сделаем. Нажимаем «Ввод», Alt-I и экструдируем внутрь. Нажмем S для равномерного выдавливания. Вот. Shift-D скопируем вот эту часть. Идем в объектный режим. Так. Значит, мы ее скопировали. Давайте еще раз. Shift-D. Скопировали. PS Selection. Выделили в отдельный объект. Идем в режим объектов. Выбираем эту деталь и возвращаемся в режим редактирования. Клавиша I выбрать ее. Клавиша I. Делаем рамку. И выбранную вот эту часть мы удалим. Клавиша I выбираем рамку. Alt-I экструдируем наружу. Нажмем S для равномерного выдавливания. И вот. Теперь идем в режим объектов и выбираем здание. Возвращаемся в режим редактирования. Выберем вот эту грань. Клавиша I. И смещаем внутрь. Теперь немножко переместим по Z вниз и масштабируем тоже по Z. Alt-I, нажмем на 4-ю строчку и экструдируем вглубь. Теперь Shift-D скопируем. Play Selection, выделим отдельный объект. Перейдем в режим объектов, выберем эту деталь. Вернемся в режим редактирования. Клавиша A выбрать. Клавиша I делаем рамку. Вот эту деталь, часть, грань, которая у нас сейчас выбрана, мы ее удалим. Клавиша A выбираем рамку. И Alt-I экструдируем наружу. Нажмем S. И вот. Перейдем в объектный режим. Выберем здание с шифтом вот эту рамку и вот эту рамку. И в последнюю очередь, не отпуская Shift, выберем основание. Применим к новым объектам модификатор Bevel.
Заходим сюда и копируем его. Также давайте еще раз выберем здание, эти две рамки, и щелкнем правой клавишей мыши, нажмем Shade Smooth. Снова выберем здание, перейдем в режим редактирования и выберем вот эту грань. Сместим внутрь, Alt-I, экструдируем вглубь. Теперь давайте выберем вот эту грань и сделаем ее отдельным объектом. Space Selection. Теперь выберем с шифтом вот эти две грани. Space Selection также выделим отдельный объект. Перейдем в режим редактирования, в режим объекта, посмотрим. Это окно, это дверь. Сделаем заправочную колонку. Откроем вот этот слой, выберем его и перейдем в режим редактирования. Alt-Z, включим прозрачный вид и выберем вот эту грань. По Selection сделаем ее отдельным объектом. Переходим в объектный режим, здесь пока слой скрываем и выбираем грань. Идем в режим редактирования, выбираем и экструдируем вверх по Z на высоту 0,7. Выходим из прозрачного режима, выбираем всю деталь, Shift-D копируем ее, по Selection делаем отдельным объектом. Здесь снова выбираем и идем в режим редактирования. Выбираем и масштабируем по Z, делаем высоту 0,1. GZ поднимаем сюда наверх, вид сверху сделаем, включим прозрачный режим и масштабируем по X сначала и потом по Y. Переместим по Y немножко вверх. Выйдем из прозрачного режима и перейдем в режим объекта. Применим к этой детали два модификатора. Вместе с ней выберем основание. И здесь сначала модификатор Bevel скопируем, потом Subdivision Surface. И нажмем Shade Smooth. Перейдем в режим редактирования, выберем грань, Shift-S и перенесем в нее курсор. Возвращаемся в режим объекта, Shift-A и добавим круг. Изменим количество вершин, сделаем 12 и масштабируем. GY передвинем в центр и перейдем в режим редактирования. Единичку нажмем для выбора вершин и экструдируем вверх по Z на небольшую высоту. Далее нажимаем F, чтобы объединить, и клавиша I смещаем внутрь. Ctrl-B, нет, сначала G и приподнимем по Z. Далее Ctrl-B и добавляем сегменты. Выходим из режима редактирования и применим к этой детали модификатор Subdivision Surface. Вместе с этой деталью выбираем вот эту и скопируем модификатор. Также нажмем Shade Smooth. Идем в режим редактирования, Shift-S, переместим курсор в центр этой детали. В режиме объектов добавим круг. Количество вершин сделаем 16 и уменьшим. Повернем по X на 90 градусов и поднимем по Z. Перейдем в режим редактирования, единичкой активируем выбор вершин, нажмем F. Экструдируем. Выберем все и передвинем по Y сюда в центр.
Включим прозрачный режим и выберем вот эти вершины. Ctrl-B, делаем скругление. И то же самое с другой стороны. Выходим из прозрачного режима и клавишей 3 активируем выбор граней. Выберем вот эту грань и сдвинем внутрь. Далее I сдвигаем чуть-чуть в центр круга. И это нужно для того, чтобы применить модификатор Subdivision Surface. И для этих же целей сделаем один разрез. Нажимаем Ctrl-R. Вот, и сдвигаем вот сюда. Выходим из режима редактирования и применим к этой детали модификатор Subdivision Surface. Выбираем вместе с ней вот эту деталь и копируем. Копируем модификатор. Теперь выберем вот эту деталь и Shade Smooth. Идем в режим редактирования. Выберем вот это ребро, Alt и соседнее. Все ребра у нас выделились по кругу. Копируем. И делаем отдельным объектом. Face Selection. Выходим из режима редактирования и выбираем, значит, вот эту деталь. И применим, переведем в кривые. Зайдем в свойства кривых, в геометрию. Здесь находим Bevel и добавляем объем. К этой детали также применим модификатор Subdivision Surface. Скопируем его с соседней детали. Нажимаем Shade Smooth. Эту деталь пока скроем временно. Выбираем снова вот эту деталь. Идем в режим редактирования. Также выбираем ребро, Alt, соседнее ребро, Shift-D, P, Selection. Идем в режим редактирования, вернее, в режим объектов. Выбираем здесь строчку с этим объектом и идем в режим редактирования. Выбираем. Переходим к выбору вершин. Нажимаем F. Клавиша I. Смещаем. GY делаем так выпуклым. И далее Ctrl-B, чтобы сделать скругление. Нажимаем «Ввод». Теперь переходим в режим объекта. Откроем эту деталь, которую мы скрыли. И применим модификатор Solidify. Он нам позволит придать толщину. Давайте включим прозрачный режим. И вот этот параметр изменим. Сделаем со знаком минус. Примерно 0,3 делаем. Выходим из прозрачного режима. Правой клавишей мыши и Shade Smooth. Выберем вот эту деталь и перейдем в режим редактирования. Нажимаем тройку для выбора грани и выбираем грань. Смещаем. И масштабируем по Z. Поднимем вверх. Alt и экструдируем внутрь. Вот эту грань копируем Shift-D. Face Selection делаем отдельным объектом. Переходим в режим объектов и выбираем. И возвращаемся в режим редактирования. Снова выбираем. Делаем рамку. Выделенную грань удалим. Рамку выберем и экструдируем. Переходим в режим объектов, выбираем эту рамку, плюс эту деталь и последний этот элемент, с него скопируем модификатор Bevel. Выбираем рамку, здесь изменим на 1/100 и нажмем Shade Smooth. Здесь тоже Shade Smooth.
Переходим в режим редактирования, выбираем вот эту грань, Shift-S, перенесем в нее курсор и идем в режим объектов. Shift-A добавим круг, сделаем 10 вершин и уменьшим. Повернем по X на 90 градусов. Еще уменьшим. И перейдем в режим редактирования. Выберем единичку, F. Внутрь немного смещаем. Теперь удалим вот эту грань. Выберем все. Ctrl-B. Добавляем сегменты. Теперь здесь нажимаем тройку, выбираем с шифтом вот эти грани через одну и удаляем. Остальные выбираем и экструдируем. Идем в режим объектов и применим модификатор Bevel. И Shade Smooth. Далее выберем вот эту деталь, копируем ее, повернем так. Повернем по X на 90 градусов и уменьшим. Теперь команда Shift-S и переместить выбранную деталь к 3D курсору. Еще уменьшим. Перейдем в режим редактирования. Единичка. Выбираем вот эту вершину и экструдируем по Z. Двойка. Выбираем это ребро. Base Selection. Переходим в режим объектов. Выбираем и преобразовываем в кривые. Заходим в свойства кривой. И вот здесь добавляем объем. И нажмем, закроем здесь отверстие. Применим модификатор Subdivision Surface и Shade Smooth. Выберем корпус колонки и перейдем в режим редактирования. Здесь выберем вот эту грань, Shift-S, переместим туда курсор. И идем обратно в режим объектов. Выбираем вот эту деталь, копируем ее и поворачиваем по Y на 90 градусов. Далее Shift-S, переносим эту деталь в курсор и масштабируем, уменьшаем в размере. Перенесем сюда вверх и немного вправо. Идем в режим редактирования и выбираем центральную грань, кружочек. Shift-S, переносим туда курсор и идем в режим объектов. Shift-A, добавляем вершину. Если у вас нет этой строчки, то нужно зайти в настройки, аддоны и включить вот этот аддон. Добавили вершину, нажимаем единичку для выбора вершин, выбираем ее и экструдируем по X на небольшое такое расстояние. Далее по Z вниз. Поворачиваем и по Y экструдируем влево.
до бортика. Снова поворачиваем и по иксу вот сюда влево. Поворачиваем еще раз по Y до середины корпуса и вверх по Z. Теперь давайте выберем вот эту вершину, Ctrl-B-V и сделаем фаску. Небольшое скругление придадим. Нажмем «Ввод». Выберем все вот эти вот вершины. Ctrl-B, V. И также делаем скругление. Переходим в режим объектов и преобразуем в кривые. В настройках кривой здесь увеличиваем объем, добавляем, сделаем 0,2. Включим здесь галочку, чтобы закрыть. И добавим модификатор Subdivision Surface. Нажмем Shift Smooth. Выберем шланг и перейдем в режим редактирования. Выберем вот эту вершину, Shift-S, и перенесем в нее курсор. И вернемся в режим объектов. Shift-A добавим круг. Сделаем 16 вершин и уменьшим его. Перейдем вид сверху. Включим полупрозрачный режим. И нам нужно повернуть и так, чтобы вот это ребро было перпендикулярно оси X. Еще уменьшим. И перейдем в режим редактирования. Нажимаем F и экструдируем вверх. Смещаем внутрь и приподнимем по Z. Теперь перейдем в режим рентген и выберем вот эти вершины. Ctrl-B, делаем скругление. Сначала фаску, потом добавим колесико мышки. Еще одно деление. Далее выбираем вот эти вершины и то же самое. Теперь выберем верхние и экструдируем вверх по Z. Опустим немного пониже. И масштабируем. Теперь повернем по Y на 45 градусов. И экструдируем. Теперь S масштабируем. Выделим вот эти вершины. Ctrl-B, сделаем скругление. Тройка для выбора граней. И выберем вот эту грань. Так, извините, не эту. Ctrl-Z. Вот эту грань выберем и экструдируем. Ctrl-R, делаем разрез вертикальный и смещаем его немножко вправо. Теперь тройка для выбора граней. Выбираем вот эту грань.
экструдируем вверх, Ctrl-R, делаем горизонтальный разрез и поднимаем сюда. Тройка для выбора граней, выбираем, экструдируем. Выйдем из прозрачного режима и перейдем в режим объекта. Применим к этой детали модификатор Bevel. Количество сегментов сделаем 3 и нажмем Shade Smooth. Далее выберем колонку и перейдем в режим редактирования. Выбираем вот эту грань, идем в прозрачный режим и вырежем прямоугольник. Для этого активируем ножик клавишей К и привяжемся вот здесь к верхнему ребру. Включим вспомогательную линию с помощью клавиши A и вырезаем прямоугольник. Нажимаем «Ввод». Выходим из прозрачного режима, выбираем вот эту грань и экструдируем ее внутрь. Теперь выберем всю вот эту конструкцию, Shift-D копируем, идем в вид сверху и перемещаем по X. Далее откроем плоскость, из которой мы раньше вырезали детали, и перейдем в режим редактирования. Включим полупрозрачный вид и выберем вот эту грань. Делаем вид сверху, единичка, и выбираем вот эту вершину. Ctrl-B-V. Делаем фаску и скругление. Тройка. Выбираем вот эту грань, Shift-S, перенесем в ее центр курсор и выйдем из режима редактирования. Отключим полупрозрачный вид. Выберем вот эту деталь, Shift-D, копируем ее, Shift-S, перенесем туда, где находится курсор. Идем в режим редактирования. Выберем вот эту грань и экструдируем ее вверх. Зайдем в режим в полупрозрачный вид. Выберем, значит, нажмем единичку и выберем с шифтом выберем вот эти вот вершины. И масштабируем их немножко вот сюда. Вернемся в обычный режим. Выберем всю эту деталь и нажмем Ctrl-R, чтобы у нас появился вот такой горизонтальный разрез. Поднимем его туда повыше. С помощью него у нас выравнивается толщина столба. Нажимаем «Ввод». Перейдем в режим объектов и добавим плоскость. Повернем ее по X на 90 градусов. И уменьшим. Поднимем по Z. Перейдем в режим редактирования. Выберем эту деталь и экструдируем. Теперь снова все выберем и передвинем
немножко по Z, вот по X, по Y. И нажимаем «Ввод». Далее двоечка для выбора граней. Выберем вот эту грань. Нажмем одновременно на Ctrl и Alt и выберем вот эту. У нас выбрались 4 грани. Нажимаем Ctrl-B и делаем скругление. Переходим в режим объекта и применим к этой детали модификатор. Делаем 3 сегмента. И давайте применим еще модификатор. Хотя нет. Так, здесь уменьшим немного и нажимаем Shade Smooth. Идем в режим редактирования. Тройка для выбора граней. Выбираем вот эту грань. Сдвигаем внутрь. И экструдируем. Перейдем в режим объектов и уменьшим. Применим модификатор Subdivision Surface. Далее выберем обе вот эти детали. Shift-D скопируем. И переместим по X. Сделаем фонарный столб. Выберем вот эту деталь. Копируем. И переместим по Y. Вот сюда. Перейдем в режим редактирования. Единичка. Выберем вот эти вершины и удалим. Вид сверху сделаем. Выбираем вот эти вершины. S. Потянем в стороны. Теперь выберем внутренние вершины с шифтом. И также подтянем в стороны. Экструдируем вверх по Z. Далее нажмем F, Ctrl-R, сделаем горизонтальный разрез и поднимем вверх. Перейдем в полупрозрачный режим, выберем вот эти вершины и сдвинем внутрь. Копируем и еще немножко сдвинем. Экструдируем вверх. Ctrl-R и поднимаем. Идем в полупрозрачный режим, выбираем верхние вот эти вершины и поворачиваем их по X на 60 градусов. И экструдируем. Ctrl-R и поднимем. Нажмем тройку для выбора граней и выберем вот эту грань. Shift-S перенесем в нее курсор. И идем в режим объектов. Добавим плоскость. Повернем по X на 90 градусов. Уменьшим. Идем в режим редактирования и экструдируем. Нажимаем двойку, выбираем вот это ребро, Alt и Ctrl одновременно и выбираем вот это ребро. У нас выбрались все 4 ребра.
Нажимаем Ctrl-B, делаем фаску. Мы видим, что фаска получается неравномерной. Давайте отменим это действие. Перейдем в режим объектов. Ctrl-A и Scale нажмем. Далее возвращаемся в режим редактирования. Ctrl-B. И вот теперь фаска уже равномерна. Сделаем скругление. Троечка. Выбираем вот эту грань. Сдвигаем внутрь. И экструдируем. Копируем эту грань и экструдируем наружу. Теперь двойка для выбора ребер. Ctrl-B. Делаем скругление. Идем в режим объектов и применим к этой детали модификаторы. Скопируем их. Выберем вместе с этой деталью основание и скопируем Bevel сначала, потом Subdivision Surface. И нажмем Shade Smooth. Теперь идем в режим редактирования. Тройка для выбора граней. Выбираем вот эту грань. Shift-S, переносим туда курсор. Идем в режим объекта, щелкаем правой клавишей мышки. И здесь выбираем Set Origin. И перенести в 3D курсор. То есть вот эта оранжевая точка у нас перенеслась в курсор. Теперь мы можем поворачивать. Повернем по X на 60 градусов. Далее выбираем столб, режим редактирования. Вот эта грань у нас здесь выбрана. Перенесем в нее курсор. Теперь идем в режим объектов. Выбираем вот эту деталь. Shift-S и перенести ее в курсор. Немножко увеличим. Сделаем дверную ручку. Выбираем дверь, идем в режим редактирования. Здесь выберем вот эту грань. Shift-S, добавим туда курсор. Возвращаемся в объектный режим, выберем вот эту деталь, копируем ее. Shift-S, переместим курсор. Уменьшим. И подвинем по Y вот сюда. Немножко вверх. Далее копируем и перемещаем вниз сюда. Идем в режим редактирования. У нас выбрана уже вот эта грань внутренняя. Shift-S, перенесем в нее курсор. И идем в режим объекта. Добавим вершину. Выбираем единичку. Смотрим, чтобы вершина была выбрана. И экструдируем ее по X. Далее по Z. И снова по X. Выбираем вот эти две вершины. Ctrl-B-V. Делаем сначала фаску. Потом добавляем скругление. Переходим в режим объектов. Переводим в кривые. В свойствах кривой увеличиваем объем. И добавим модификатор. Subdivision Surface. И нажимаем Shade Smooth. Сделаем заборчик. Shift-C, перенесем курсор в центр координат и добавим плоскость. Повернем ее по Y на 90 градусов. И переместим по X вот сюда.
уменьшим и уменьшим по Z. Поднимем. Перейдем в режим редактирования. Ctrl-R, сделаем один горизонтальный разрез. Поднимем его сюда. И нажимаем Play Selection, сделаем отдельным объектом. Далее Ctrl-R снова, сделаем 4 вертикальных разреза. Нажимаем двоечку, выбираем вот это ребро, Ctrl-Alt и соседнее. Далее Shift одновременно и вот это ребро. Play Selection. Перейдем в объектный режим и выберем плоскость, из которой мы вырезали. Можно ее удалить. Теперь выберем горизонтальную линию, вот эту. Ctrl-A и Scale нажмем. Далее преобразуем в кривые. Зайдем в свойства кривой и добавим объем. Теперь выберем вертикальные вот эти линии, преобразуем в кривые и также добавим объем. Закроем торцы и применим модификатор. И нажмем Shade Smooth. Теперь выберем вот эту деталь горизонтальную одновременно здесь и скопируем модификатор. Нажимаем Shade Smooth, зайдем в свойства кривой и тоже закроем торцы. Далее перейдем в режим редактирования, выберем вот эту вершину и переместим ее по Y сюда. И то же самое здесь. Давайте выберем весь заборчик и сделаем его немножко повыше. S, Z. В целом наша модель готова. Но давайте подкорректируем некоторые моменты. Выберем вот эту рамку, зайдем в модификатор Bevel. И здесь выключим углы и добавим модификатор Subdivision Surface. Далее выбираем вот эту рамку, то же самое сделаем. Выберем оконную раму. Здесь также уберем углы, уменьшим вот этот параметр и добавим Subdivision. У нас осталась еще дверная рама. Повторяем то же самое. И теперь выберем корпус колонки. Здесь подкорректируем вот эти углы. Заходим в параметры модификатора Bevel, в геометрию и изменим. Здесь поставим Arc. Образовался здесь небольшой артефакт. Его уберем, уменьшив вот этот параметр. И здесь то же самое на этом корпусе сделаем. И теперь вот у здания, вот здесь тоже в уголках не очень красиво. Выбираем это здание. В параметрах Bevel в геометрии меняем на Arc. И чтобы сгладить еще вот эту штучку, мы здесь, вот здесь количество сегментов сделаем 5. Далее выберем фонарь. У нас лампа и корпус, они являются единым объектом. Давайте отделим лампу. Для этого перейдем в режим
Давайте сначала повернем, нажимаем RX и поворачиваем корпус в горизонталь. Теперь идем в режим редактирования, включим полупрозрачный режим и выделим эту часть. Нажимаем P-Selection, сделали отдельным объектом. Выходим в режим объекта и повернем обратно RX на 30 градусов со знаком минус. Выберем плоскость, из которой мы в самом начале вырезали детали, и удалим ее. Далее включим Face Orientation. Увидим, что у нас много объектов, которые выделены красным цветом. Выбираем их все с шифтом. Переходим в режим редактирования. Клавиша А выбрать все. И нажимаем Alt-N. Далее Flip. Все, мы исправили. Теперь у нас все нормально вывернуты наружу. Выключаем Face Orientation. Теперь модель окончательно готова. И мы ее экспортируем. Заходим в файл «Экспорт». Выбираем формат OBJ и экспортируем файл для того, чтобы потом открыть в программе Nomad Sculpt. Наша модель открылась в программе Nomad Sculpt вот в таком виде. Давайте сделаем освещение. Но сначала добавим плоскость для фона. Выбираем основание, включаем гизмо и добавляем плоскость. Изменяем ее топологию до 0 и утверждаем. Увеличим. И теперь заходим вот в этот раздел, поменяем маткап на PBR. Выключим окружение и добавим источник освещения. Сделаем вид сверху, включим гизмо и передвинем его вот сюда. Повернем так, чтобы он был направлен вот в этот угол. Поднимем вверх. И поменяем на прожектор. Далее здесь немножко уменьшим интенсивность, увеличим мягкость и угол. Цвет освещения сделаем светло-желтый. Теперь копируем этот источник и передвинем вправо. Повернем, чтобы он смотрел вот на этот угол. Цвет сделаем светло-голубой. Немножко так уменьшим интенсивность. И добавим еще один источник освещения. Скопируем его с первого. И расположим вот здесь, с левой стороны. Этот источник нужен для того, чтобы дать контурный свет вот на этот угол. Сделаем его белым. И настроим так, чтобы он освещал нам только вот эту зону. Край дома вот по углу.
Можно пока выключить первый источник и настроить контурный свет. Давайте теперь включим первый источник, и возможно, что его можно сделать поменьше. Давайте пока оставим так и добавим еще один источник освещения. Сделаем его всесторонним и расположим внутри здания. Уменьшим интенсивность. Пока остановимся на таком варианте, потом, возможно, еще подрегулируем. Теперь добавим окружение. Здесь несколько видов уже установлено в программе. Я оставлю вот этот и экспозицию немного уменьшим. И отрегулируем поворот. И включим постобработку. Здесь у меня настроено определенным образом, но в принципе тут каждый может настроить так, как ему больше нравится. У меня включена цветокоррекция, но изменения незначительные, только вот подкорректировано немного вот здесь. Далее виньетка настроена, резкость, и включены вот эти два параметра. Но все равно с постобработкой модель выглядит гораздо эффективнее, интереснее. Давайте выберем плоскость, включим гизму и опустим ее пониже, вот сюда. И теперь раскрасим. Для этого здесь можно загрузить палитру, она у меня уже загружена. Активируем вот этот инструмент. Здесь пальцем нажимаем, выбираем цвет нужный, выбираем здание, заходим в панель для раскрашивания и нажимаем «Окрасить все». При необходимости можно отрегулировать шероховатость. Далее выберем подставку, возьмем вот этот цвет, чуть-чуть его изменим. Тоже шероховатость посмотрим, как лучше. Уберем ее совсем, нажимаем «Окрасить». Далее возьмем вот этот знак, цвет белый, металличность увеличиваем до максимума и шероховатость
подбираем, вот примерно так сделаем. Нажимаем «Окрасить все». Теперь выберем вот эту деталь и на нее скопируем этот покрас. Далее еще металлическая вот эта деталь, столб, ручку сделаем металлическую. Рамку дверную тоже сделаем, давайте металлическую. Теперь фонарный столб. Заборчик. Теперь вот эти штучки. И у каждой детали, так как она освещается по-разному, все детали по-разному освещаются, поэтому здесь можно для каждой отдельно, индивидуально настраивать шероховатость. С помощью этого параметра можно регулировать блики. Еще давайте металлическими сделаем вот эти штучки. Выберем вот этот цвет, сделаем его немножко потемнее. Теперь выберем вот этот корпус колонки и окрасим. Давайте все-таки посветлее, так подберем цвет. Выберем вторую колонку и такой же цвет окрасим. Вот эти детали сделаем металлическими, скопируем цвет вот отсюда, выбираем и окрашиваем. Теперь снова вот этот цвет скопируем, сделаем его темным, выберем шланг и окрасим. Теперь шероховатость посмотрим. И второй шланг также. Скопируем. Нет, давайте, значит, вот скопируем вот этот цвет. И вот эти детали сделаем не металлическими. А кантики, вот эти вот кружочки, металлическими.
Вот эту рамку выберем и тоже ее сделаем металлической. Теперь выберем цвет шланга. Вот эту деталь сделаем такой же темной. Выберем вот эти штучки. И стрелку. Стрелку увеличим, побольше ее сделаем. Теперь выберем стекло. Выберем для нее цвет, для него. Окрасим и изменим так, материал. Поставим аддитивный материал. Прозрачность примерно 2. Заходим в источники света, выберем вот этот свет и немножко увеличим его интенсивность. Так, вот даже побольше сделаем. Теперь давайте выберем плоскость. Для нее выберем какой-нибудь такой примерно оттенок. Закрасим ее. Берем шероховатость. Так, наоборот, прибавим. Цвет посветлее сделаем такой. Еще раз выберем стекло. Теперь выберем дверь, она тоже будет стеклянная. Скопируем на нее это окрашивание и изменим материал непрозрачный на аддитивный. Далее выберем лампу и тоже скопируем на нее цвет и изменим материал. Так. Там не очень красиво внутри. Значит, давайте непрозрачность увеличим до максимума и сделаем посветлее цвет. Теперь еще выберем вот эту деталь, на нее тоже. Так, на нее скопируем вот этот цвет и поменяем материал на аддитивный. Здесь сейчас найдем стекло, где-то оно должно быть скрытое. Что-то я его не вижу. Возможно, что оно случайно удалилось. Тогда выберем вот это стекло, скопируем и передвинем вот сюда. Теперь давайте закроем вкладку и уберем палитру. Зайдем сюда и увеличим экспозицию. И усилим источники света.
Теперь сделаем знаки. Выберем вот эту деталь, включим гизму и добавим плоскость. Смотрим, чтобы вот здесь стояла галочка. Повернем по X на 90 градусов. Уменьшим. Зайдем в топологию и изменим ее до 0. Давайте копируем. Копию сдвинем сюда. Это утвердим и уменьшаем. И выдвигаем вперед. Заходим на эту вкладку «Текстуры» и добавим фото со знаком запрещающим. Это PNG-файл на прозрачном фоне. Выберем этот квадрат скопированный. Переместим сюда. Еще раз скопируем. Этот утвердим. Уменьшим. Выдвинем вперед. Заходим в текстуры и добавляем еще один знак. Эту плоскость снова копируем. Сдвинем сюда пока. Выберем. Заходим здесь в топологию, единичку поставим и нажимаем на диск. Утверждаем. Уменьшаем. Сюда сдвигаем. Заходим в текстуры и выбираем картинку с номером бензина. Уменьшим. И сдвинем за стекло. Так, давайте вернемся назад. Скопируем эту плоскость. И теперь уже идем в текстуры и выбираем номер бензина. Теперь вот эту плоскость берем. Загружаем фото. Уменьшаем и располагаем по центру. И сдвигаем за стекло. Выбираем плоскость вот эту. Уменьшаем. Давайте ее утвердим. Сдвинем вот сюда. Копируем. И перемещаем сюда. Все, наша автозаправочная станция готова.